Закрытый чемодан стоит в гостиной. Изнутри Хорхе зовет Сару и говорит, что это больше не игра, что он не может дышать. Рядом с чемоданом на полу сидит Сара. В руке у нее телефон с включенной камерой. Она слышит его, слышит, как он просит выпустить его, но не встает и не открывает чемодан. Вместо этого Сара продолжает снимать. Еще совсем недавно это была обычная пьяная игра в прятки. И как Хорхе оказался заперт внутри, и почему Сара не открыла чемодан, с этого и начинается эта история. Итак, в феврале 2020 года Сара Бун и Хорхе Торрес жили вместе в Уинтер-парке, штат Флорида. Обоим было по 42 года. Вместе они жили уже около 3,5 лет. Отношения у них были тяжелые. Они ссорились, расходились, вызывали полицию, а потом опять сходились. После одного конфликта Хорхе уходит из дома. После другого оказывается под арестом. Сара фотографирует свои травмы, ищет информацию о запретительном приказе и выгоняет Хорхе из квартиры. Казалось бы, на этом все, но нет. Сара приезжает в участок, подписывает документы, вносит за Хорхе залог и помогает ему вернуться домой. В другой раз уходит уже сама Сара. Она едет к бывшему мужу Брайану и остается у него, пока все не успокоится. Потом Сара возвращается домой и Хорхе. И какое-то время у них опять все нормально. А потом новый вызов в полицию. И так по кругу. До воскресенья, 23 февраля 2020 года. Воскресенье. Сара и Хорхе весь день дома вдвоем. Сын Сары находится у ее бывшего мужа Брайана. День вообще ничем особенным не отличается. Они убираются, собирают ненужные вещи на пожертвования, а около полудня они едут за вином. Дома садятся на заднем крыльце, курят, разговаривают и немного пьют. Первая бутылка заканчивается, Хорхе едет в магазин и привозит вторую. Потом они собирают пазл, рисуют, дурачатся, включают музыку. Хорхе даже танцует с собаками, а к позднему вечеру обе бутылки пусты. И все это время буквально в нескольких шагах от них стоит большой чемодан. Пока просто чемодан для ненужных вещей. Через несколько часов он станет главной уликой в этом деле. Когда рисование и пазл закончены, Хорхе касается колена Сары и говорит: «Ты водишь». Начинается игра в прятки. Сара поднимается на второй этаж, проходит через спальню в ванную и прячется за шторкой над ванной. Она ждет. Хорхе не появляется. Через некоторое время Саре надоедает ждать. Она выходит из ванной и спускается вниз. Видит Хорхе возле того самого большого чемодана. Хорхе уже забирается внутрь и пытается уложить ноги так, чтобы закрылась крышка. Сара подходит, быстро опускает крышку и застегивает молнию. Сначала они оба смеются. Для них это все еще игра. Хорхе худой и полностью помещается внутри. Сара катает чемодан с Хорхе внутри по комнате. В какой-то момент чемодан падает на бок. Уже около 11 вечера, но вместо того, чтобы открыть чемодан, Сара достает телефон и начинает снимать. Первое видео длится примерно 2 минуты. В кадре чемодан. Изнутри Хорхе зовет ее: «Сара!» «Это мое имя, не повторяй его без конца, я и так тебя слышу». «Сара, выпусти меня, я не могу дышать». Но Сара продолжает снимать. Хорхе давит на крышку изнутри, пытается выбраться, ищет бегунок молнии. Чемодан двигается, но не открывается. И тут Сара отвечает: «Это тебе за все, что ты со мной сделал». Хорхе снова говорит, что не может дышать. «Да, вот что я чувствую, когда ты душишь меня». На этом первая запись обрывается. Что же происходило дальше, Сара подробно расскажет только позже, уже на суде.
Через 11 минут она снова включает камеру. Вторая запись совсем короткая, около 22 секунд. Сара просто снимает чемодан. Но кое-что уже изменилось. Чемодан лежит в другом месте и в другом положении, а Хорхе все еще внутри. Теперь слышно только, как он зовет ее. «Сара!» Сара выключает камеру, поднимается наверх и ложится спать. А Хорхе остается в закрытом чемодане в гостиной. На следующий день Сара просыпается только около 1:30. Спускается вниз и начинает искать Хорхе. Она заглядывает в ванную, смотрит у стола, где он обычно сидит за ноутбуком. Его нигде нет. Только потом она замечает чемодан. Сара подходит, расстегивает молнию и вытаскивает Хорхе на пол. Зовет его, пытается привести в чувство, но Хорхе не отвечает. Не дышит. Возле рта видна кровь. Сара пытается его реанимировать, но безрезультатно. И вот здесь она звонит не 911, а Брайану, ее бывшему мужу. Через несколько минут бывший муж подъезжает к квартире. Сара встречает его снаружи и говорит, что с Хорхе что-то случилось. Брайан говорит ей: «Звони 911». Только после этого Сара набирает экстренную службу. «Алло, мой парень мертв». Диспетчер спрашивает, как это произошло. «Мы с моим парнем играли прошлой ночью. Мы вроде играли в прятки. Я уснула, а когда проснулась, он уже был мертв». Сара говорит, что Хорхе лежит на полу, не реагирует и не дышит. Диспетчер начинает руководить реанимацией. Сара переворачивает Хорхе на спину, надавливает ему на грудь и считает вслух: 1, 2, 3, 4. Несколько раз она останавливается и просит: «Пожалуйста, поторопитесь». Когда приезжают офицеры, Сара отвечает на вопросы. Она рассказывает про вино, пазл, рисование и игру в прятки. Хорхе сам залез в чемодан. Сара просто застегнула молнию, потому что это показалось ей смешным. Потом она поднялась наверх, уснула и просто забыла, что он остался внутри. Один из офицеров спрашивает: «А как Хорхе оказался на полу?» Сара отвечает, что утром сама вытащила его из чемодана. Телефон же Сара отдает полиции сама. А вот он уже хранит совсем другую историю этой ночи. На следующий день Сара сама приезжает в отделение полиции. Ей зачитывают ее права. Адвоката рядом нет, но она соглашается отвечать на вопросы и без него. Сначала Сара уверенно говорит, что пьяной не была и сознание не теряла. Просто поднялась наверх, легла и уснула. И тут детектив спрашивает: «Вы снимали в воскресенье фотографии или видео?» Сара вспоминает только фотографию собаки. Никаких видео? Нет. Тогда детектив разворачивает к ней экран телефона и включает запись. Сара слышит голос Хорхе: «Выпусти меня, я не могу дышать». И следом свой собственный голос: «Ну нет, я этого не помню. Возможно, я была пьяна. Мы выпили 2 бутылки вина на двоих». И тут Сара вспоминает: молнию она вообще-то закрыла не до конца. Между бегунками оставался зазор, через который Хорхе мог выбраться сам. Детектив останавливает запись. «Покажите, где здесь отверстие». Но на экране заметного зазора нет. Хорхе давит на крышку изнутри, чемодан двигается, но не открывается. Потом Сара говорит, что вообще не собиралась держать его внутри долго. «Я подумала, дам ему 5 минут или около». Но она устала, поднялась наверх и решила ждать его в кровати. Вот-вот он сам выберется и придет. А потом она уснула. Детектив показывает Саре фотографии тела Хорхе. На спине и на шее видны свежие царапины. На плече, возле губы, на лбу и на голове ушибы. Царапины на спине Сара связывает с сексом. Остальные повреждения объяснить она не может. Тогда детектив кладет перед ней 2 кадра из видео.
На первом чемодан лежит вверх дном, а на втором он уже перевернут и подвинут ближе к столу. Вы только что сказали, что его не трогали. Сара удивленно смотрит на кадры. Да, я его перевернула. В конце допроса детектив говорит ей: «Сара, вы уже не можете просто так уйти». Ей надевают наручники. А позже судмедэксперт установит, что Хорхе находился в чемодане около 11 часов. Причиной смерти стала позиционная асфиксия. Он задохнулся в закрытом пространстве. Но оставался еще один вопрос. Что происходило между двумя телефонными записями Сары? На суде Сара уже рассказывает эту часть ночи совсем по-другому. Теперь ее защита строится на том, что она боялась Хорхе и действовала в целях самообороны. После первого видео, говорит она, Хорхе перестает просить и начинает злиться. Из чемодана доносятся ругань и угрозы. Он пытается выбраться, и через зазор между молниями появляется его рука. Сара трясет чемодан. «Убери руку!» Хорхе продолжает пытаться выбраться. Тогда Сара хватает бейсбольную биту ее сына, которая стояла возле обеденного стола, и бьет его по пальцам. Хорхе убирает руку внутрь. Потом Сара несколько раз толкает битый чемодан и переворачивает его. Именно это, по версии Сары, происходило в те 11 минут между двумя записями. Свое же решение не открывать чемодан она объясняет страхом. Пока Хорхе был внутри, она чувствовала себя в безопасности. До суда проходит больше 4 лет. За это время Сара несколько раз меняет адвокатов, и дело постоянно откладывается. Перед процессом прокуратура предлагает Саре признать вину в непредумышленном убийстве и получить 15 лет заключения. Но Сара отказывается. А 25 октября 2024 года присяжные признают Сару Бун виновной в убийстве второй степени. А 2 декабря судья назначает ей пожизненное заключение. Но даже после приговора Сара продолжает настаивать. Она не хотела смерти Хорхе. Для нее это по-прежнему была ночь, которая закончилась не так, как она ожидала. Все началось с игры, в которой Хорхе сам залез в чемодан. Но игра закончилась в тот момент, когда он попросил выпустить его. Сара услышала эту просьбу, а молнию не открыла. А на этом все. Увидимся в следующем видео.